Я хотел бы подчеркнуть, что в Азербайджане особое внимание уделяется развитию туризма. Это под контролем нашего уважаемого президента Ильхама Гейдаровича Алиева. Даже 2011 год еще у нас был объявлен годом туризма. Кстати, сейчас для сведения идет год мультикультурализма в Азербайджане. Мы хотим продемонстрировать всему миру, что мультикультурализм есть, он существует, и люди живут вместе, эти культуры сосуществуют. И на фоне заявления некоторых западных лидеров о том, что у них политика мультикультурализма провалилась, мы хотим демонстрировать всему миру, что она не провалилась. Она есть и в России, и в Азербайджане, и в странах бывшего Советского Союза. Что касается туризма, то государство сейчас очень много делает для развития туризма. Прежде всего, построены очень хорошие дороги, практически от Баку во всех направлениях, которые связаны с туризмом. В Азербайджане сейчас 6 международных аэропортов, так что практически небольшая страна, и эти аэропорты охватывают практически все регионы страны. Открыт большой комплекс туристический, лыжный. Это горы Шахдага, так и называется. Причем уровень там очень высокий, строили иностранные специалисты. И хочу подчеркнуть, что в Габале действительно такой уже курортный кластер туристический, там очень много отелей, летом там своя красота, зимой своя красота совершенно неповторимая. И сейчас построили там горнолыжный курорт. Ну, могу сказать, что 3 рейса в неделю летает Москва-Габала, прямой рейс, и билеты не достанешь. Настолько это само становится, так сказать, уже известным, популярным. Я хотел бы подчеркнуть еще одну очень важную вещь, что сейчас, когда создалась такая ситуация, что закрылась для российских туристов Турция, закрылся Египет, но мы, как говорится, не хотим на чужом горе строить свое счастье. Это не в пику кому-то. У нас с 2011 года идет очень серьезное развитие инфраструктуры туризма. И, кстати, президент обращал внимание, первое время было увлечение такими шикарными отелями, 5-звездочными, везде строились такие. И именно президент обратил внимание на то, что должны быть и доступные отели. Это 3-звездочные, 4-звездочные. И в Габале сейчас построили, насколько я знаю, в Шахдаге дано указание построить отели разных уровней. Я хотел бы подчеркнуть, что у нас есть уникальное место, это Нафталан, где люди действительно приезжают на костылях, а уезжают на своих двоих. Сейчас там построены и 5-звездочные, и 4-звездочные, и, конечно, обслуживание чисто медицинское поднялось на очень высокий уровень. Хочу подчеркнуть, что Каспия – одно из самых теплых морей, и в августе месяце вода прогревается до 28-29 градусов. Теплое море, песчаные пляжи. Практически от Баку до Дербента больше 200 километров. Есть возможность тоже вкладывать в инфраструктуру, развивать. А на самом Абшероне сегодня стоит Джумейра, это вообще внеразрядный отель. Только вчера было очень знаменательное событие, была презентация российской туристической фирмы, которая стала представителем Министерства культуры и туризма Азербайджана здесь, в России. У нас сегодня есть уже официальный представитель, который будет организовывать эту работу по привлечению туристов, решению всяких вопросов и так далее. Туризм очень, благодарная индустрия, потому что дело не только в количестве людей и не только в количестве потраченных или заработанных денег. Все-таки туризм дает возможность общения людей. Туризм – это то, что укрепляет отношения между странами, потому что очень, уже затертое слово «дружба народов». Но в чем она заключается? Она именно заключается в отношениях между отдельными людьми, между отдельными, семьями и так далее, которые общаются, знакомятся, потом переписываются, иногда женятся и так далее, и так далее. Конечно, туризм способствует и развитию таких чисто человеческих связей, которые потом, перерастают в отношения уже между странами.